Является ли спирулина лекарством? Какие заболевания она может вылечить? Как она помогает нашему организму? Абстрагируемся от маркетинговых эпитетов и разберемся в сути вопроса. Всем привет! С вами Регина Кутимская. В мае мой муж открыл магазин трав и суперфудов vegmir.ru. От покупателей начали приходить уточняющие вопросы по их применению. И мы решили начать снимать видео по вопросам, которые задают наиболее часто. Знаниями о поддержании своего здоровья травами и растениями должен обладать каждый человек. Это очень полезная и важная информация. Одним из самых частых вопросов, который приходит нам от наших покупателей, звучит так. При каких заболеваниях помогает спирулина? В приходящих письмах упоминаются вопросы о лечении самых разных заболеваний. Мы уже много раз давали краткий ответ на данную тему, но у большинства людей все же наблюдается непонимание этого вопроса. Поэтому сегодня мы подробно разберемся в том, что же вообще такое болезнь и как травы и растения помогают нашему организму в процессе оздоровления. Друзья, поддержите видео лайком и комментарием. Примите участие в жизни нашего канала. Что такое болезнь? У современного среднестатистического человека почти полностью отсутствуют знания о правильном питании. Как составить свой рацион, какие продукты в него надо включить, в какие часы их лучше есть, как очищать свое тело, какие нагрузки необходимы организму для правильного метаболизма и так далее. Иными словами, обычный человек совершенно не представляет себе того, как правильно пользоваться своим телом. Когда человек питается неправильно и ведет далекий от здорового образа жизни, его тело начинает обрастать шлаками, токсинами, в нем заводятся паразиты, которые вносят сбой в стройную работу организма. И со временем в теле накапливается этого мусора и живности все больше и больше. В конечном итоге наступает критический момент, когда организм уже не справляется с их выводом. То есть процессы загрязнения тела начинают преобладать над процессами его очищения. И начинает происходить то, что все называют болезнью. На самом же деле любые процессы, которые подавляющее большинство людей и врачей считают проявлением того или иного заболевания, являются ничем иным, как попыткой организма произвести экстренное очищение от скопившихся шлаков, токсинов и паразитов. К примеру, такое популярное нынче заболевание, как аллергия, которое врачи считают неизлечимым, легко устраняется простым очищением тела. На нашем канале в Дзене я ранее уже описывала свой опыт избавления от тяжелой формы аллергии. Смотрите ссылку в описании. Врачи с детства кормили меня таблетками, мое состояние ухудшалось, и моей семье даже пришлось переезжать в место с наиболее благоприятным климатом. Собственно, эта проблема и привела меня к изучению здорового питания. Я полностью избавилась от аллергии всего за 3 месяца. И таких примеров оздоровления от якобы неизлечимых болезней после очищения организма у нас накопилось уже великое множество. Наше тело имеет мощнейшую регенеративную систему, которая сможет справиться с любым нарушением в работе организма. И она включается на полную мощь, когда процесс загрязнения находится на критичном уровне. Друзья, запомните один простой, но очень важный постулат. Любая болезнь, подчеркиваю, любая болезнь является следствием загрязнения организма. Чтобы устранить болезнь, нужно помочь телу в проведении процесса очищения. Никакие лекарства не помогут, если не устранена причина того или иного заболевания. Шлаки, токсины и паразиты. Исключение из этого правила составляют заболевания, которые вызваны травмами. Ну и здесь при правильном питании тело может себя наиболее полно восстановить. Поэтому если у вас появился тот или иной симптом болезни, помните, тело пытается очиститься. И от того, насколько вы поможете своему организму в этом процессе, зависит время вашего оздоровления. Как происходит очищение и регенерация тела? В данный момент мы готовим курс по очищению тела и переходу на правильное питание.
который будет рассчитан на несколько месяцев. В нем мы поделимся всем нашим опытом, на основании которого можно уже хоть книгу писать. А сейчас дам лишь краткие пояснения, которые смогут помочь составить общую картину того, как оздоравливается тело. Первое. Оптимизация всех выделительных систем. Когда организму нужно очень быстро очиститься, тело задействует все выделительные системы, которые находятся в его распоряжении. И чтобы ускорить процесс очищения, нам необходимо помочь телу. Ранее Владимир выкладывал простую, но очень эффективную систему очищения организма на нашем старом сайте доброздравие.ру, которая помогла уже сотням наших читателей. В ней все подробно расписано и даны очень подробные пояснения. Смотрите ссылку в описании. Второе. Питательные вещества. Процесс очищения – очень ресурсоемкий процесс для организма. Когда тело очищается, оно выводит не только шлаки, токсины и паразитов, но также и огромное количество мертвых клеток, которые погибали под их воздействием. Поэтому параллельно с очистительным процессом тело запускает еще один процесс – регенерацию. Регенерация – это строительство новых клеток и тканей. Для полноценной регенерации организму требуется строительный материал – витамины, минералы и прочие питательные вещества. Вследствие того, что организм в процессе очищения тратит очень много энергии, ему необходимо получить эти питательные вещества в форме, которую он сможет максимально полноценно усвоить с минимальными энергетическими затратами. Вот как раз в этот момент и приходят на помощь суперфуды, травы и растения. И бесспорным лидером среди них по количеству питательных веществ и является спирулина. Организм на 100% полностью усваивает спирулину всего за 20 минут, если принять ее натощак. Таким показателем больше не может похвастаться ни один продукт питания. Из спирулины организм получает абсолютно все необходимые питательные вещества. И это поддерживает процесс самоочищения и регенерации на очень высоком уровне. А если к спирулине в рацион добавить еще и травы, то можно очень точечно решать те или иные задачи для оздоровления тела. Когда тело избавляется от шлаков, токсинов и паразитов, регенерирует новые клетки и ткани, тогда и приходит то, что называется здоровьем. Помните, спирулина – это не какая-то волшебная таблетка, которая чудодейственным образом вылечит вас от любых заболеваний. Спирулина не является лекарством. Спирулина – это уникальный источник питательных веществ, которые помогают вашему организму быть здоровым. Спирулина – это еда, которая должна присутствовать в рационе каждого человека, желающего поддерживать свое здоровье на высоком уровне. Также хочу напомнить, что здоровье – это очень объемное понятие. Суперфуды и травы – важная его составляющая, но далеко не единственная. В одном из следующих видео мы подробнее разберем эту тему. Расскажем о фундаментальных принципах, на которых строится наше здоровье. Подписывайтесь на наш канал, полезной информации дальше будет очень много. Друзья, присылайте свои вопросы. На самые частые из них мы будем снимать подобные видео. До встречи и доброго вам здравия!